Лера поливала цветы в разноцветных горшках, пока новоиспеченный муж собирал вещи. Они давно собирались приехать к ее матери, чтобы познакомиться, но постоянно откладывали этот момент. Ехать было далеко, выходных на все не хватало. Но теперь оба взяли отпуск, чтобы поехать на море, а по пути провести 2-3 дня у матери Леры. Девушка несколько раз обошла квартиру, перепроверила документы и снова осмотрела содержимое чемоданов. Когда она убедилась, что все на месте, супруги спустились по лестнице и загрузили вещи в машину. Виталий сел за руль, и они поехали по темным улицам, которые едва освещали тусклые фонари. Автомобиль плавно набирал скорость, пейзаж за окном сменился. Бетонные джунгли уступили место полям и красивым маленьким деревушкам. Лера заснула, а Виталий тихо включил музыку и сосредоточился на дороге. Ехать в общей сложности придется около 13 часов. 9 часов до матери жены, которая живет очень далеко, а оттуда еще 4 часа до бескрайнего Черного моря. Всю дорогу мужчина думал о долгожданном отдыхе, изредка отвлекаясь на беседы с женой, когда та просыпалась. Им везло, светофоры светились зеленым, все шло гладко. Когда они подъехали к поселку городского типа, Лера уже окончательно проснулась и была готова к встрече. Она мялась и волновалась, даже предлагала проехать мимо. Отношения у Леры с матерью были, мягко говоря, не семейные, даже замужество мать не одобрила. Виталий был гораздо старше Леры, но саму девушку такая разница в возрасте не пугала. Виталий завернул за угол и оказался у большого красивого дома, который впору было бы назвать особняком. На открытой веранде стояла стройная женщина, издалека казавшаяся молодой. Мужчина не сразу понял, что это и есть его теща. Виталий знал, что Диана Михайловна родила Леру рано. И если Лере было 22, то ее матери едва ли больше 38 лет. Самому Виталию было 35. Пока муж задумчиво искал документы в бардачке, Лера забрала маленький подготовленный чемодан и пошла в сторону калитки. Диана Михайловна пошла к дочери навстречу, широко раскинув руки для объятий. Она посматривала то на дочь, то на ее супруга, который только подошел к ним. Знакомство прошло быстро и без скандала, которого так боялась девушка. Диана Михайловна пригласила всех в дом. На столе стоял горячий завтрак, торт и свежезаваренный кофе. Женщина ворковала, постоянно что-то рассказывала. Но постепенно все внимание тещи сместилось на Виталия. Лера не придала этому особого значения, ведь мать впервые видела ее мужа. Они поженились 2 года назад, но так и не удосужились познакомиться с родителями. Оставив их одних, девушка пошла осматривать новый дом матери. Диана Михайловна долгое время поддерживала роман с турком, который помогал ей финансово. Лера всегда удивлялась таланту матери жить на широкую ногу, при этом толком никогда не работая. Девушка скучала по своему дому, в котором провела детство. Но его снесли, а на месте маленького домика выстроили особняк. Как только дочь отлучилась, женщина не упустила возможность пофлиртовать с ее супругом. Виталий был ошарашен такими двусмысленными шутками, но поддержал их. Ему нравилась Диана, ведь она была чуть старше Виталия, почти ровесники. У них оказалось много общего, много схожих воспоминаний. Они оживленно болтали, периодически разбавляя беседу легким флиртом и откровенными намеками. Виталий был уверен, что без трофея он на море точно не уедет. Мужчина совсем расслабился, уже предвкушая награду. Лера вернулась к столу, и беседа ее мужа с тещей переменилась. Все стало чинно, спокойно, сдержанно. Виталий взял жену за руку, что-то шепнул ей на ухо. Она кротко улыбнулась и кивнула. Диана Михайловна чуть прищурила глаза, но тут же сменила тему. В ней взыграл небывалый интерес охотницы, а объект охоты сидел напротив. После завтрака все пошли купаться на речку. На побережье устроили небольшой пикник. Все веселились, купались, отдыхали от тяжелой дороги и жары. Лера пошла в небольшой лесок уединиться, а Диана повернулась к ее супругу и с жаром поцеловала его во влажные пухлые губы. Мужчина оторопел, но ответил на страстный поцелуй. Женщина встала, отряхнула купальник от песка и пошла в сторону воды, чтобы не вызывать подозрений. Виталий накрыл таз полотенцем, чтобы скрыть свой интерес. Домой они вернулись только к вечеру. Виталий держал руки в карманах, старался больше сидеть. Он никак не мог отделаться от желания, каждый раз вспоминая тот жаркий поцелуй. Его бурная фантазия развивала нетривиальный сюжет.
Ближе к полуночи весь дом затих, все легли спать. Лера приставала к мужу с надеждой на интим, но тот сослался на сильную усталость после дороги. Девушка надула губы, но настаивать не стала. Она отвернулась, накрылась тонким пледом и затихла. Лера тихонько засопела, прерывистое дыхание стало спокойным и тихим. Виталий понял, что она уснула. Он встал с кровати и медленно вышел из комнаты. Мужчина зашел в ванную и включил воду, чтобы она шумела и имитировала ему алиби. Он точно знал, зачем идет и куда. Виталий прошел несколько комнат и зашел в приоткрытую дверь. Женщина сидела на постели в черном кружевном пеньюаре. Она ждала его. Мужчина мигом снял с себя остатки одежды и с жаром набросился на тещу. Его страсть пылала снова и снова. Потом он поцеловал довольную тещу и оставил ее. Диана Михайловна мгновенно провалилась в сон, утомленная страстным любовником. Виталий принял душ, вернулся в постель к жене. Он с тоской посмотрел на полное тело Леры, вспоминая стройные ножки тещи. Интим с женой даже близко не напоминал то, что произошло сегодня ночью. Лера была скромной, зажатой и застенчивой, а теща, наоборот, была раскованной и разнузданной. Утром Виталий встал раньше супруги, чтобы избежать ее приставаний. Он принял душ и остался сидеть в ванной. Он рассчитывал, что будет испытывать чувство вины, но его не было. А даже наоборот, он бы с удовольствием повторил. Виталий вышел из ванной, но столкнулся лицом к лицу с Дианой Михайловной. Он схватил ее за руку и затащил в ванную, стащил с нее халат и посадил на туалетный столик, повалив разноцветные флакончики. Лера проснулась, сладко потянулась и встала. Она увидела, что мужа рядом нет. Девушка вышла из комнаты и сразу спустилась вниз, чтобы умыться в уличном душе, как она делала в детстве. Лера вернулась в дом и поставила чайник. Скоро спустилась ее мать, вся растрепанная, раскрасневшаяся. Она выглядела гораздо моложе, счастливее, чем прежде. Диана Михайловна сказала дочери, что ее супруг занял ванную на час и не дает нормально умыться. Женщина умело изобразила недовольство и даже раздражение. Хотя на деле испытывала совершенно другие чувства. Лера пожала плечами и сказала, что супруг нередко надолго закрывается в ванной. Диана Михайловна налила себе кружку кофе и села за стол. Скоро спустился Виталий. Он выглядел необычайно счастливым и бодрым. Лера обняла мужа и чмокнула его в щеку. Виталий сжал скулы, от него еще пахло духами тещи. Лера вдруг рассмеялась и сказала, что ее муж по ошибке взял гель для душа ее матери. Виталий в душе ликовал, что у жены не хватило ума обо всем догадаться. После завтрака все стали собираться, потому что Лера захотела больше времени провести на море. Она собирала вещи, а Виталий молча наблюдал за процессом. Он бы с удовольствием провел время с тещей, а жену бы отправил к морю. Тогда бы им не пришлось вести себя тихо. Но никакой обоснованной причины он для этого придумать не мог. Виталий собрал свой чемодан, погрузил вещи в машину. Они посидели на дорожку и разошлись. Виталий с женой сели в машину, мужчина проехал несколько метров и резко затормозил. Он сказал, что забыл зарядку от телефона, но не помнит, где бросил ее. Мужчина попросил жену подождать, а сам выскочил из автомобиля и побежал в сторону дома тещи. Лера подумала, что супруг в очередной раз забыл вещи. Достала телефон и запустила игру, пока она кормила коров и собирала с полей пшеницу в игре. Ее супруг напоследок с жаром прощался с тещей на кухонном столе. Ему еще никогда не было так хорошо, как за эти сутки. Виталий вернулся к жене, протягивая шнур, который заблаговременно спрятал в кармане. В машине пахло духами Дианы Михайловны. Но Лера с легкостью списала это на то, что мать вчера фотографировалась в их автомобиле. Девушка с любовью посмотрела на супруга, который выглядел сегодня особенно красивым и довольным. Она улыбнулась, подложила надувную подушку и задремала. Лера думала только о том, как они наконец-то приедут к морю, заселятся в отель и отдохнут. В конце концов, у них ведь не было медового месяца после свадьбы, пусть же поездка к морю им и станет. Виталий не стал включать музыку, он всецело погрузился в воспоминания, стараясь как можно подробнее все запомнить. Эти моменты еще пригодятся Виталию, когда придется удовлетворять интересы жены. Мужчина с тоской подумал, что жена совершенно не унаследовала пылкий характер тещи. Виталий выехал на трассу и нажал на газ. Еще 3 часа, и они окажутся на море. Пусть для жены отпуск начнется только на побережье Черного моря. Его медовый месяц начался еще вчера ночью. Виталий улыбнулся собственным мыслям, перестроился в другой ряд и поехал по навигатору.